Всем привет! Ну что, сегодня замечательная погода, отличный день для того, чтобы рассказать вам о очередных пауэрбанках. Уже стало традицией то, что каждую осень я рассказываю про какие-то пауэрбанки. И, в общем, в этот раз у нас два вот таких замечательных устройства от компании SOOP. Это китайская компания, которая является своим производителем для некоторых других компаний. Вы можете погуглить по внешнему виду этих устройств, и вы поймете, что в вашем городе, в вашей стране они могут продаваться под разными наименованиями, под разными брендами, но сам факт то, что производитель их китайский SOOP. Мы посмотрим, насколько они сегодня хороши, как они себя ведут в тех или иных условиях. Для этого мы находимся на стройплощадке, соответственно, здесь все условия для того, чтобы их нормально потестировать, чтобы что-то с ними сделать и как-то вам обо всем этом рассказать, показать. Сегодня у нас на обзоре две модели. Одна это мощностью 600 Вт и вторая в 2 раза больше, 1200 Вт. У них есть еще и третий собрат на 1800 Вт, но сейчас его на обзоре нету. Так что пока что обойдемся вот этими двумя. Начнем с младшей модели. Она достаточно интересна тем, что она очень компактная. Это такая похожа на Bluetooth-колонку. Вес 6,7 килограмма, то есть почти 7 килограмм. Вполне себе достойный вес. Мощность 600 Вт, в пике 1200 Вт на 1 секунду. И она заряжается... Вот здесь вот у нее есть такой специальный разъем для зарядки от 12 до 30 вольт. Соответственно, вы можете подключать сюда либо прикуриватель, либо солнечные панели, либо что-то еще, что дает такие напряжения и мощности. И заряжается на полностью примерно за 5-6 часов. С обратной стороны у нее фонарик. Он имеет несколько режимов свечения. Он имеет режим обычный свечения, более яркого свечения и режим SOS. Для чего нужен режим SOS, могу только догадываться, но он есть. Вот, соответственно, с этой стороны просто вентилятор. И пока все. Характеристики технические и того устройства вы найдете в описаниях. Не буду на них прям сильно очень останавливаться. Лучше расскажу про их какие-то ощущения, как они себя ведут, как они мне тактильно и прочие какие-то моменты, которые мне кажутся важными в эксплуатации. На нижней части резиновые ножки не скользят достаточно хорошо, то есть это все продумано. Вот эта вот накладочка, она бывает разных цветов. Сегодня так уж совпало, что моя футболка под цвет этого девайса, это не специально, так произошло. Вот. Здесь очень хорошие такие резиновые, не скользкие, они такие не силиконовые, назову их так, силиконовые части, которые позволяют как-то его, в общем-то, не скользят, скажем так. Хотя, если мы берем его за боковины, то мы попадаем на решетки радиаторов, и все равно рука у нас будет проскальзывать. Но если брать так вот наискосок, то не скользит, все в порядке. Это про уплотнители. Они бывают разных цветов, там большая расцветка, можно посмотреть в каталоге. Но, тем не менее, вот мне сегодня дали вот такие. Видно, знали, что я буду в оранжевой футболке. Более старшая модель. Они отличаются, на самом деле, ровно в 2 раза. В 2 раза больше емкость, в 2 раза больше мощность и в 2 раза больше ток заряда. То есть они заряжаются за одно и то же время, но здесь всех функций в 2 раза больше. 2 розетки, 2 PD-выхода. Входящее напряжение здесь, насколько я помню, от 12 до 30 вольт, 200 ватт здесь входящее напряжение. Здесь от 12 до 30 вольт 100 ватт. То есть все это ровно в 2 раза порезано. Соответственно, здесь у нас 1200 ватт, здесь 600 ватт. И вот этот вот баланс между тем и тем. Вес в 2 раза больше, мощность в 2 раза больше, заряд одинаковый по времени, но в 2 раза мощнее. Емкость аккумуляторов здесь тоже в 2 раза больше, здесь чуть меньше. Пиковые мощности. Вот у этого заявлено 1200 ватт на 1 секунду, а у этого 3600. То есть в 3 раза больше, чем его номинальная мощность. Соответственно, это интересно. Заявка такая сильная, потому что 3 киловатта в пике, как-то много.
для такого компактного устройства. И в том и в другом варианте используются литий-железофосфатные аккумуляторы, которые можно эксплуатировать при холодных условиях. Рекомендуемая производителем температура эксплуатации от 0 до 45 градусов. Мы смотрели с вами AC200 Max и EB70, и то устройство заряжается при аналогичных параметрах, соответственно, это норма. Для пауэрбанков это нормальная история. Заряжать только при плюсовых температурах. У большого все равно то же самое, что и у младшего. А здесь есть сзади опять такой же точно фонарик, такие же режимы свечения, ничего сверхнового. Единственное, что зарядное устройство у 600-ваттного младшей модели находится сбоку, а здесь оно спереди. Давайте потестируем. Сейчас включим какие-то железячки сюда и посмотрим, как они будут себя вести, что они нам покажут. Портативный аккумулятор для сегодняшнего обзора предоставила компания Spectre, за что ей большое спасибо. Всем, кому необходимы лучшие цены, ссылочки оставлю в описании. Ну и начнем. Давайте потестируем с такой торцовкой. Это на самом деле не самая простая задача для всех этих устройств. Явно, что маленький не справится, а большой должен как раз. Мощность пиления 1200 ватт. Уверен, что малыш облажается. Ну и попробуем стартануть. Да, нужно включить. Активировали выход. На секундочку. Здесь 1200 ватт, а здесь 600. И, ну, хорошо. Я подозреваю, что все не так однозначно. И попробуем попилить. Ну, попробуем распилить доску. Я не уверен, что 600-ваттный девайс распилит доску. Сейчас, потому что мощность возрастет, когда я буду пилить. Я подозреваю, его сейчас вырубит. Ну, попробуем. Угу, вот его уже вырубило. Да, сбросим, подождем, пусть он чуть-чуть остынет. Это будет удивление, если он... Я на самом деле сомневаюсь. Да нет, не должен. Так, включаю. Нет. Но нет, у него перегрузка. Все, ему противопоказаны такие мощности. Я переключаю в 1200 ватт. Включим сам пауэрбанк. Активируем вход, выход. И здесь, конечно, все гораздо проще. На самом деле, вот эту столик, который вы видите, мы пилили как раз на вот этом вот большом пауэрбанке, который 1200 ватт у нас. И, соответственно, я уверен в том, что он нормально пилит, поэтому тут, конечно. Но меня удивил маленький, потому что он, в принципе, раскрутил диск. Это странно. Так, ну что, значит, попробуем сейчас с феном. Значит, фен он у нас 2000 ватт. По идее, ни тот, ни другой с ним на полной мощности не справится. Но если взять какое-то среднее значение, то, скорее всего, будет работать. Угу. Ну, 250 градусов. Ну, он работает. Давай попробую просто ему поставить меньший вентилятор. Он показывает 530 ватт. И явно, что фену неполная мощность. Я сейчас подниму.
Продолжаем съемку. Ветер внес свои корректировки. На 550 ватт отдает нам мощности. Давайте мы попробуем побольше ему сдать температуры. 300 градусов. Попробую больше, 400. 500 градусов. По идее, он должен сейчас вырубиться. Он просто не может разогнаться. Не выключается, как ни странно. Сильно уже печет. Просто не может разогнать свой вентилятор и греет сильно хорошо. Окей. Явно не хватает мощности, но хорошо. Давайте попробуем теперь с более мощным устройством поработать. Здесь уже все гораздо веселей. Ага, нет. Ничего не веселей. Вырубила. Защита вышибла его. Так, я сейчас попробую уменьшить, и обороты, и температуру. Нет, он мне не дает даже убрать температуру, потому что уходит в защиту. Давайте попробуем лайфхак. 250 градусов. Здесь он справляется. Мы видим. И здесь. Совсем ничего не хочет мне давать. Мы догрели до 250 градусов. Он показывает, что здесь нагрузка 600 ватт. Греет, да, действительно. Обороты, в принципе, норм. 300 градусов. — 350. Все еще живо. 400. 400 градусов держит. У меня уже начинают греться доски. Уже пахнет смолой. Но в целом работает. То есть вполне себе. Оказывается, и тот, в общем-то, справился. Немножко остудим. Как ни странно, я думаю, что 2-киловаттный фен едва-едва. Если помните, кто смотрел тест про EV70, мы тестировали его с феном, и там он выключался, в принципе, где-то на 150, по-моему, градусах, но тоже еле-еле тянул. Но в данном случае даже 600-ваттный не выключается, тянет до последнего. То есть, это плюс, конечно. Следующий наш подопытный будет болгарка. Я специально заготовил тут пару арматурин, которые можно будет попилить. А здесь у нас, опять же, 1400 ватт. А на минуточку это для вот этого устройства критично, мягко говоря, и для обоих, в принципе. Но здесь 1400 ватт. Я возьму неполную мощность, то есть я поставлю там на двоечку. Если у меня здесь 6 максимум, я поставлю на двойку и попробую сейчас запустить, попилить, хотя бы тонкую арматуру. Нет, ошибочка. Нет, не может стартануть. Не хватает. А если на первом? Нет. Маленький отказался. Не будем его насиловать.
Ну, вполне себе, то есть, да, ожидаемо. Старшая модель справляется вполне достойно, младшая модель, к сожалению, не смогла нам показать каких-то хороших результатов. Едем дальше. Дрель обычная, бытовая, мощностью, значит, у нас 900 ватт. 900 ватт, обычная бытовая дрель. Смотрим опять же на нашем малыше. Как ни странно, все работает. Я сейчас попробую дать ему какую-то нагрузку. Угу, и с нагрузкой он выдал мне ошибку. Ну, если ему дать чуть разогнаться, то в целом вполне себе работает. Ну и здесь, понятное дело, тоже, то есть тут уже даже особо смысла нет. Старшая модель, конечно, все это легко вытягивает. Теперь мы пройдем следующее. Можно ли их использовать как резервные источники питания для чувствительных котлов, для чувствительных приборов, для котлов, для каких-то устройств, которые любят чистый синус. И поэтому возьмем наш осциллограф и померим, какие у них тут параметры. Так вот, наша маленькая 600-ка. Сейчас мы посмотрим, какой у нее там синус, что она там нам покажет. Мы видим, что синус у нас хороший. Никаких проблем в нем нету. Он не кривой. Значит, можно использовать для газового оборудования. Немножечко про меню. Соответственно, вот у нас маленькие кнопочки. Включение-выключение переменного 220. Включение-выключение портов питания USB. И, соответственно, включение-выключение электрического 12-вольтового 10 ампер и 2 DS 12 вольт 10 ампер. Просто штекеры. Включение самого устройства через 2-секундное нажание-удержание, выключение также. Нажали-удержали, все, он выключил. Так, ну и старшая наша модель, 1200 ватт. То же самое включаем. У нас уже включен выход. Здесь тоже хорошая синусоида. Можно использовать для газового оборудования. Здесь также про интерфейсы. То есть у вас показано включение-выключение двух розеток, включение-выключение вот этой всей, получается, части панелей. Это 12-вольтовые автомобильные зарядки и USB зарядки для оборудования каких-то девайсов. Входящий input. Ну и под завязку наших тестов мы решили все-таки воткнуть пилу цепную. И вот что получилось. Пила мощностью 1,8 киловатта в большой 1200 источник питания. Во! И сработало. А теперь попроще. В общем, практика показывает, что если не сильно упираться, а нормально, аккуратно пилить, то можно пилить. Хотя мощность 1800, я так понимаю, что это пиковая мощность, когда ее там начинает уже полностью загружать шину. Если делать это потихонечку, не спеша, то, как видите, все пилит.
Вот так вот. Интересный факт. Ну и подводя итоги. В целом устройства оба очень неплохи, хорошо сделаны. Здесь достаточно, на мой взгляд, качественных компонентов в том, ну, как бы основное это аккумуляторы, да, литий-железофосфатные аккумуляторы. Цена, вес и мощность, на мой взгляд, очень сбалансированы. По сравнению с Blue Yeti, который, ну, скажем так, за марку и бренд мы все-таки там доплачиваем, здесь мы видим более дешевые, но не менее качественные устройства. Опять же, в этой линейке, у этого производителя есть более мощные устройства. Об отдельных индивидах я все-таки постараюсь рассказать чуть попозже. Это потому что отдельные девайсы, которые могут работать, между прочим, в режиме ИБП. Соответственно, надеюсь, что у меня будет время и силы сделать это видео. Но чтобы они появились, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, пожелания в обзорах будущих. Возможно, мы что-то пересмотрим и учтем на будущее. Всем пока. Я надеюсь, что до новых встреч.